Вчера состоялась встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Про разговоры на самой встрече ничего не известно. Она прошла в закрытом режиме. Но после оба сходили на церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом. Сразу же в американском Сенате был согласован законопроект покойного о пошлинах в отношении покупателей российской нефти и анонсирован визит в Украину зятя Трампа Кушнера и спецпредставителя Уиткофа. Двух персонажей, которые раньше общались почти исключительно с Путиным и его приснами. Из чего можно сделать вывод, что закрытая встреча прошла скорее хорошо. И это очень верный повод, чтобы обсудить, а с чем связано такое потепление в отношениях американской администрации с Украиной, свидетельств которому все больше. Сейчас поговорим, как обычно, в описании ссылка на наш гайд по обходу блокировок интернета в России. Спонсирует наш гайд сервис M-Card, выпускающий виртуальные карты, которые можно пополнить через СБП или крипту и которыми можно платить за границей. Мы это проверяли, все работает. А если вы подыскиваете себе подходящий VPN-сервис, обратите внимание на VPN Liberty. У них сейчас скидка 30 дней бесплатно. Скажем еще раз, далеко не в первый, но это важно для понимания многих процессов. Общество в целом, вообще человечество как вид, главной благодетелью всю дорогу считает успех. Одно и то же поведение, одни и те же действия, слова будут восприняты прямо противоположным образом в зависимости от результата. Разница между благородным риском и отчаянной попыткой неудачника отыграться только в том, сыграет ли ставка. Миллиарды долларов кассовых сборов достались сюжетом о том, как человек рискнул всем, почти не имея шансов, был в шаге от поражения и в итоге преуспел. А тех, кто рискнул всем и не преуспел, хоть их и подавляющее большинство, кино не снимают, они просто переезжают под мост. Все люди хотят присоединиться к успеху и быть среди успешных. Но у Дональда Трампа многие человеческие слабости доведены до абсурда, а это и вовсе до анекдота. Глава государства может использовать свое служебное положение разными неаппетитными способами. Может строить себе дворцы, обогащать друзей по секции дзюдо, обнулять себе сроки, переписывать под себя законодательство. Таких пассажиров мы знаем много, у нас у самих такой. Но использовать самое главное политическое кресло на планете Земля, чтобы влезть в церемонию награждения чемпионов мира по футболу, чтобы постоять рядом с чужой наградой, это вообще нечто немыслимое. Для Трампа ощущение успеха, причастность к успеху, нахождение рядом с успехом – это болезненная абсолютно страсть. За любую нелояльность Трамп кидает под автобус даже самых верных союзников. Но Илон Маск может обзывать его педофилом и оставаться в обойме. Потому что у Маска на 2 порядка больше миллиардов, чем у Трампа. Вот ему и можно. Тем более, ощущение сопричастности к успеху для Трампа важно сейчас. За последние полгода у американского президента, мягко говоря, большой дефицит поводов для гордости. Нет, конечно, он вернул нападающего в сборную США по футболу перед важным матчем с Бельгией. Но вообще-то, кроме этого, произошло много всего другого. Трамп очень глубоко увяз в иранской войне. Вместо короткой и успешной специальной военной операции вышел захват Ираном одного из основных проливов для транспортировки нефти в мире. Не случилось никакого соглашения, которое обязывало бы к чему-то Иран. Зато произошел взлет мировых цен на энергоносители, а вместе с ним взлет цен на бензин для американцев. Промежуточный результат этой войны не столько в прямом ущербе мировой и американской экономике, сколько в разрушении мифа об американском всемогуществе и военном доминировании. На этом мифе очень многое в нашем мироздании держалось. Миф этот во многом лежит в фундаменте самого блока НАТО, в самой идее о союзничестве с США. Дескать, США – это главная крыша на планете, босс всех боссов, а кто союзника Америки тронет, тот вполне вероятно не оставит потомства. Не прошло и полугода войны со страной, у которой толком нет ни авиации, ни флота, ни собственного ВПК, кроме дронов, ни денег, ни технологий. Не прошло и полугода войны со страной, которая 40 лет сидит в жесткой международной изоляции под властью полоумных аятол, как США не могут продолжать операцию, потому что у них закончились ракеты для ПВО. У США закончились системы ПВО, и они не могут продолжать войну с Ираном. Для любого человека, который был сформирован культурой прошедших со Второй мировой 80 лет, это абсолютно ошеломительная новость. Оказывается, ресурсы у Америки не бесконечны. Оказывается, Америка не может закидать бомбами и ракетами кого угодно так, чтобы у нее никогда и ничего не закончилось. Оказывается, Америка не Зевс-громовержец,
который сметет с лица земли любого, кто тронет пальцем их союзника, а обычный противник, с которым очень даже можно повоевать и заставить идти на уступки, заставить торговаться с собой за пролив. Долгосрочных последствий такого осознания мы еще хлебнем. Когда всемирный полицейский запутался в собственных ногах и вместо того, чтобы отмудохать хулигана до беспамятства, пытается уговорить того вести себя прилично. Когда идет хулигану на уступки и без конца врет, что хулиган пошел навстречу, а хулиган над ним откровенно потешается. Тогда наступает анонс очень мрачного мира, где все мировые хулиганы захотят попробовать свои силы. Страна, про которую думали, что она способна вырезать любого противника с политической карты, оказалась не способна обеспечить собственные интересы в проливе менее 200 километров длиной и шириной от 40 до 95. Миру это осознание еще будет стоить большой крови. Но для Дональда Трампа лично это в первую очередь колоссальное унижение, капитальный провал, особенно в глазах той аудитории, которая составляет основу его поддержки. Этим людям с очень высокой колокольни положить на защиту прав, на институты, на закон и его нарушения. Они ценят брутальный образ, маскулинность в самом примитивном ее исполнении. Мужик решил дать звездюлей, и мужик звездюлей дал. Таким людям плюс-минус плевать на файлы Эпштейна, на секс-скандалы, на уклонение от налогов, на бесконечное вранье. С их точки зрения, настоящий мужик может спать с кем хочет, кидать кого хочет, врать кому хочет, наплевать на любые правила, законы и приличия. Ведь это не грех, а демонстрация силы. Правила, законы и приличия, мол, для слабых и больных. Вот именно для этой аудитории, которая готова была Трампу спустить с рук что угодно, для них история поражения в конфликте с Ираном самая чувствительная. Потому что мужик решил, и мужик не смог. Единственный способ как-то поражение это замаскировать – дать своим избирателям хоть какой-то повод для гордости. И возвращение дисквалифицированного нападающего в матч сборной США тут явно недостаточно. Но можно присоединиться к победителю. История российско-украинской войны выглядит так, будто ее развязал Голливуд, чтобы обеспечить себя сценариями на следующие полвека. Сейчас об этом поговорим. Сначала небольшая реклама о эмиграции в США. В последнее время все больше новостей о том, что иммиграционная политика США ужесточается. Многие делают вывод, что, мол, переехать туда стало невозможно или слишком дорого. Но за этим потоком информации скрывается совсем другая реальность. США по-прежнему заинтересованы в специалистах и охотно выдают визы талантов. Причем талант по американским законам не обязан иметь мировую известность. Достаточно реального профессионального опыта. Вы можете работать, например, в IT, дизайне, медицине, бизнесе, спорте или, например, выигрывать конкурсы в бьюти-сфере. А может быть, вы вообще придумали уникальный способ по улучшению агротехники или выиграли несколько конкурсов в нейл-арт направлении. Это все считается талантом. Публикации, участие в крупных проектах, высокий доход, судейство или признание коллег – те факты из вашей биографии, о которых вы даже не задумывались, могут стать основанием для переезда в США по визам талантов категории О1 или EB1. А для тех, кто столкнулся с ограничениями по гражданству, в американской юридической корпорации Shamaev Business Law разработали отдельную стратегию – Green Card Fast Track. Она помогает выстроить легальный и безопасный маршрут к гражданству с учетом всех новых правил. У Shamaev Business Law более 130 специалистов. 90% кейсов компании были одобрены. Shamaev Business Law не дают пустых обещаний и не гарантируют грин-карту каждому. Сначала просто честно оценивают кейс. Проверьте, сколько у вас на данный момент критериев для визы талантов. Это бесплатно. Специалисты изучат ваши достижения, расскажут, какие программы вам потенциально подходят и проверят, доступна ли вам стратегия Green Card Fast Track. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу, продолжаем. Так вот, история российско-украинской войны – это прям чистый Голливуд. Небогатая и не такая большая демократическая страна подверглась вероломному нападению большого авторитарного соседа. Выдержала удар, мобилизовалась, отбросила агрессора с нескольких направлений. Спустя 4 года с нуля построила собственную систему дальнобойных ударов, собственную систему противодроновой обороны и теперь дает мощному агрессору по мордасам. Трампу, очевидно, самозабвенно безразличны категории морали и справедливости. Словосочетание «военное преступление» ему ни о чем не говорит. Он с большой симпатией относится к диктаторам, хоть к корейскому Киму, хоть к сальвадорскому Букеле.
Диктаторский образ правления для него вообще, похоже, единственно верный. Симпатия же Трампа к Путину и вовсе напоминала юношескую влюбленность. Влюбленность в лидера огромной страны, который всю власть держит в своих руках, ни с кем не советуется, никого не слушает и ничем не ограничен. Который определенно победит, если ему активно не мешать. Потому что как такого остановить? История, которую пересказывали по источникам, что Путин попросил у Трампа времени до осени 25-го на полный захват Донбасса и наплел про переход к переговорам после, звучит очень правдоподобно. Путин мог на такое рассчитывать. Трамп мог решить, что Путину нужно дать время для победы. Чтобы потом, со стороны победителя, навязать Украине такой мир, от которого она не сможет отказаться. Вышло бы идеально. Трамп миротворец, насаждает новый миропорядок с правом сильного и находится на стороне победителя. С точки зрения Трампа все было бы хорошо, если бы у Путина хоть что-то получилось. Если бы многочисленные понты, которые Путин перед Трампом кидал, получили бы хоть какое-то подтверждение. Если бы было чем реально хвастаться, то Трамп до сих пор домогался бы дружбы с Путиным, несмотря на все вранье и все унижения. Просто хотел бы дружбы с сильным, дружбы с тем, кто решил и сделал. Но беда в том, что Путин ничего не смог. Ни к осени 25-го, ни к лету 26-го. Он много наболтал, пальцы веером пораскидывал красиво. Но прошло уже больше года, а он остался там, где был. Малая такмачка не взята. Украина же тем временем очухалась от утраты американской военной помощи. Постепенно нарастила силы и стала бить по России так, что удары эти приводят к ощутимым экономическим последствиям. К горящим НПЗ, нефтебазам и складам, которые нельзя не заметить, к очередям на заправках, которые невозможно игнорировать. Случилась ровно та самая голливудская история. Тот, кого все считали аутсайдером, смог. Украина теперь не только находится на верной стороне морали, на что Трампу плевать. Она теперь выглядит победителем, на что Трампу еще как не плевать. Украина выглядит стороной, которая навязывает противнику формат войны, наносит ему непоправимый ущерб. У Трампа есть возможность к этой победе присоединиться, стать ее соавтором, и он не тот человек, который не воспользуется такой возможностью. Тем более в момент, когда нужно любой ценой увести дискуссию от очевидного поражения в противостоянии с Ираном за Ормузский пролив. Тем более, что поддержка Украины для Трампа куда более естественна и политически безвредна. Да, он персонально не любит президента Зеленского еще с первого срока, с тех пор, как Зеленский отказал Трампу в компромате на Хантера Байдена. Но все-таки дружба с Путиным была для Трампа глубоко противоестественной. Каким бы отбитым Трамп ни был, как бы не подминал под себя республиканскую партию, политическая традиция – штука очень мощная. Дружба американского президента с отставным российским чекистом, идея отдать западно ориентированное демократическое государство на растерзание реставратору Советского Союза – это все фундаментально противоречит платформе американских консерваторов. Зависимые от Трампа консерваторы послушно кивали его политике, но это явно раскалывало их базу поддержки. Идея бросить Украину в пользу Путина никогда не доминировала в вопросах, всегда оставалась слабым местом. Таким образом, по всему тому, что мы сейчас видим, по резкому изменению тона главных инфлюенсеров мага-движения, сначала Лоры Лумер, а затем и всех остальных, кто держит нос по ветру, потому что США сотрудничают с Украиной в деле противодроновой борьбы, потому что, вопреки всей поляризации, случилась двухпартийная договоренность о пошлинах для покупателей российской нефти. Наконец, потому что нынешняя встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом выглядит как встреча союзников безо всякого унизительного шоу для журналистов. К всему этому мы видим изменение позиции Трампа. Теперь Украина для него не назойливый нахлебник, которого нужно побыстрее скормить крокодилу, а сильный союзник, поддержка которого не благотворительность, а способ показывать такие результаты, которые самостоятельно показать и не получится. Зачем обсуждать Ормузский пролив, где Иран творит, что хочет? Давайте лучше поговорим о том, как небольшая Украина с помощью США и лично Дональда Трампа героически отбивается и разносит экономику превосходящего противника. Позиция такая выглядит куда более выигрышной. Ее куда сложнее атаковать, хоть с правоконсервативного, хоть с леволиберального фланга. Позиция эта выглядит не так, что президент США заискивает перед посторонним диктатором, который ни на что не способен, кроме как американского президента за нос водить. Позиция эта выглядит так, что президент США помогает сильному союзнику, который относится к нему с уважением, а каждая победа союзника – это победа президента США.
То, что мы видим сейчас в дипломатическом и военно-техническом сотрудничестве США с Украиной, это история о том, как Владимир Путин не смог воспользоваться уникальным историческим шансом. Не смог победить за чужой счет, разменяв уникальную возможность на идиотские внешнеполитические игрища. А Украина смогла стать для главного в мире политика тем союзником, который умеет побеждать. Самоустранение США из войны, пожалуй, что было главной и единственной реальной победой Путина не только в 25 году, но и вообще во всей войне. В кои-то веке он мог ощутить себя не в изоляции, в кои-то веке могло показаться, что он на верной стороне истории. Вот даже Америка повернулась к нему верным местом, и остался только один враг – слабая и расколотая Европа. Возвращаясь к вопросу успеха и неуспеха. Для многих внутри России это выглядело как успех. Как то, что Путин менял миропорядок, гнул свою линию и в конечном итоге оказался прав, дождался своего американского Путина. Заканчивается все тем, что сегодня нет и этого. Заканчивается все тем, что единственная и весьма призрачная победа, на которой очень многое держалось, оборачивается просто еще одним поражением. До завтра.